Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня я расскажу вам об умных часах Amazfit GTR 3 Pro. И скорее всего вход вот такой, по одной простой причине я их разыгрываю. Разыграю я их скорее всего в конце ноября, все зависит от вас, условия будет в розыгрыше, как всегда. Помимо этих часов я разыгрываю еще мабваевские часы за 25 тысяч, которые 3 Ультра, обзор на них можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Или в описании к видео еще можете поучаствовать и в розыгрыше этих часов. Скорее всего около 20 Mi-бендов я разыграю, когда будет 11.11, условия ближе, наверное, к 4 числу я оглашу. И за октябрь месяц розыгрыш 5 Mi-бендов будет 1 ноября, потому что приболел. Но это лирика. Не лирика. Часы по мне за свою цену 11.11 по ссылке в описании к видео они будут стоить 16 тысяч. На данный момент слегка недопилены, что неудивительно. Они только вышли на рынок. На FOPA и других ресурсах море лайфхаков, как что-то сделать. У меня половина получилась, половина нет. Как вы знаете, у меня нет смысла в том, чтобы я рассказывал о том, чего не существует в девайсах. То есть, допустим, если Huawei-евские часы не могут нормально оплачивать, там нужно отдельную программу, только 2 банка и все подобное, я так и рассказываю. То же самое касается Amazfit. У меня на Amazfit есть море обзоров, больше 20 часов, есть топ-10 часов Amazfit. 4 года назад мой вообще канал начинался с того, что я делал обзор на Amazfit Pace, поэтому я неровно дышу к данному бренду. Да, угадайте, кто Mi Band делает для Xiaomi, да, а Mi Band это фактически их лицо товарное. Но черт с ним. К чему это? К тому, что смотрим обзор, оцениваем, как они вам в первую очередь внешне, потому что этот девайс больше про внешность. Не про внешность, а про спорт. Это третьи стратосы, это вторые стратосы, это первые стратосы-пейсы. Если вы хотите супер эконом, то это все еще бипы, бипью и все подобное. А вот для красоты, звонков, опять же, в перспективе и всего остального, да, вот это уже фэшн. И за те деньги, что они их продают, ну более-менее норм. Так что не забываем смотреть в телеграм-канал, в прикрепленном комментарии, там я постю, какие цены будут 11.11, кто-то успеет купить, кто-то нет. Я, допустим, на прошлой распродаже успел купить один ноутбук, а второй нет. Один товарищу покупал, а второй себе хотел. Себе не успел. Поэтому все эти цены с OnePlus 9 Pro за 37, Realme GT Neo 2 за 22 или Poco F3 за 20, все эти телефоны у меня есть, обзоры на них были на канале. Это из разряда вашей ушлости. Успеете сейчас закинуть в корзинки, успеете взять купоны, успеете применить промокоды, будет такая цена. Нет, целяви. Это как гонка, и понятно, что в этой гонке все хотят выиграть. И продавцы, и покупатели, потому что если мы будем смотреть, сколько и что стоит в ритейле российском, слезы будут наворачиваться крупным градом. Всем добра, смотрим. 1014 на YouTube, всем привет еще раз меня зовут Саня. Про розыгрыши все рассказал, а сегодня я расскажу вам о часах Amazfit GTR 3 Pro. Надеюсь, вы запомнили, что я их разыгрываю. Полетели. Распаковка. Оформление оболочки ярко, изготовлена она из тонкого картона в черном цвете. Основная коробка сделана из плотного картона белого цвета, без лишних акцентов. И в размерах сама по себе небольшая, как и все у Amazfit. В комплект входят часы, зарядный кабель с магнитной базой и руководство пользователя, в котором есть информация на русском языке. Неприятных запахов не было, что хорошо и непривычно. Летим дальше. В продаже пока что 2 цвета корпуса на выбор, а это бесконечно черный и золотистый. Ремешка на выбор также 2, коричневый из кожи и черный из фтор-эластомера. Да, мы сразу вспоминаем много топовых часов именно с таким же ремешком. У меня на руках часики в черном цвете, смотрятся брутально, лаконично и без отталкивающих деталей дизайна. Габариты их корпуса составляют 46 на 46 мм. В сравнении с Mobvai TicWatch Pro 3 Ultra, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, который я, кстати, разыгрываю GTR 3 Pro, хоть и чем-то схожи внешне, но при этом выглядят более аккуратными, более классическими. На руке не смотрятся громоздкой, не мешаются во время движения. Ремешок быстросъемный, мягкий и отличного качества. Тактильно приятный и текстурный с двух сторон. Крепление стандартное 22 мм. Корпус часов изготовлен из алюминиевого сплава. На правом борту имеется 2 кнопки. Верхняя выполняет также функцию колесика. Кнопки нажимаются плавно, не имеют люфта, при нажатии нет неприятного щелчка. Функция верхней кнопки питания — переход в меню и назад, а нижняя кнопка — настраиваемая. По умолчанию с коробки при нажатии на кнопку выполняется переход в меню тренировок. Колесиком перелистывать меню достаточно удобно, но не так, как с сенсорной панелью вокруг экрана. Также на корпусе есть микрофон, динамик с неплохим звучанием и средней по громкости. С тыльной части располагаются BioTracker 3.0. И состоит он из 6 фотодиодов и 2
светодиодов. Еще на борту имеется датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, барометрический высотомер, датчик внешнего освещения и температурный датчик. Ничего нового в целом. Пульс измеряет как перманентно, так и в ручном режиме. Периодичность можно настраивать с интервалом 1, 5, 10 и 30 минут. К сожалению, нагрудный датчик подключать нельзя. Автомониторинг СПО2 есть, хорошо, что не ручное, но измерять будет только если вы находитесь длительное время в состоянии покоя. Автомониторинг стресса тоже на борту. Также есть функция измерения всех показателей здоровья одной кнопкой, что очень удобно. У воздуха пульс и кислород в крови не измеряют. Температуру измеряет не точно, скорее всего берет температуру корпуса. Возможно, с прошивками это дело допилят. С фронтальной части нас встречает дисплей на 1,45 дюйма AMOLED с разрешением 480 на 480 пикселей. Плотность пикселей скромная, 331 ppi, рамки у экрана приличные, защищен экран закаленным стеклом и олеофобным покрытием. Защитную пленку советую приобрести сразу же и обязательно, если вы хотите сохранить приличный вид дисплея, так как повреждения появляются молниеносно. Картинка насыщенная и четкая, циферблатов достаточно много, и свою фотографию установить на заставку также можно. Под разными углами не тускнеет, в разные оттенки не бросает. Перелистывание экрана довольно плавное. Яркости слегка не хватает, лично мне автояркость здесь работает хорошо. Спящий режим максимум после 30 секунд, активный экран можно настроить по расписанию, по свайпам слева направо виджеты, быстрого доступа к приложениям, справа налево активность, пульс, погода, достижение, музыка. Сверху вниз фонарик, режим не беспокоить, режим в театре, активация активного экрана до 20 минут, календарь, управление громкостью часов, информация о заряде батареи и активация режима энергосбережения. Настройка яркости, поиск телефона, Bluetooth и переход в основные настройки. Свайп снизу вверх, уведомления. На борту Bluetooth версии 5.0, не самый последний, но не позорный. На данный момент часы довольно часто отваливаются от телефона, что доставляет массу неудобств в использовании. Либо у меня смарты не те, либо опять с зэпом какие-то проблемы лично у меня. Wi-Fi с поддержкой частоты 2,4 ГГц. С часов принимать звонки можно, но поговорить через них не всегда получается. По какой-то причине они используют микрофон сопряженного устройства. Бывает и такое, что подключились и разговаривать по ним возможность предоставляется, но это стоит немалых усилий, нервов и потраченного вновь и вновь времени. Но достав часы из коробки и подключив к приложению на своем устройстве, пользоваться всеми функциями сразу невозможно. Нужно будет химичить, давать разрешение, читать 4 PDA и все подобное. Хоть функции вызова с часов есть и набор номера тоже, но на данный момент у меня лично это дело не получилось активировать. Может быть, у кого-то как-то по-другому они отрабатывают. Кнопка вызова, к сожалению, у меня не активна. Есть синхронизация с вашими недавними вызовами и книгами контактов. Но даже при нажатии на вызов контакта, опять же таки, ничего не происходит. Уведомления по сотовой связи приходят моментально, смайлики отображаются не везде, а вот с мессенджеров уведомления я так и не дождался, к сожалению. Но если на момент выхода ролика ситуация изменилась, вы обязательно будете наблюдать за этим на экране. Непосредственно с часов ответить на смс нельзя, на 4 PDA можно найти информацию, как избавиться от проблем с уведомлениями, но 100% гарантии стабильности и хорошей работы пока никто не даст. Ну а мы идем дальше. Вибромоторчик здесь линейный, с хорошей тактильной отдачей, но не настраиваемый. Из навигации имеется GPS, GLONASS, Galileo, BDC и QZSS. GPS-маршрут строит хорошо, естественно, есть определенная погрешность, но не критично. Переключать и регулировать громкость часов можно, наушники подключаются к часам без проблем. Я, например, подрубил Meizu MBPLU Plus, обзор на который вышел вчера, и вы можете посмотреть его по ссылке в правом верхнем углу. Подключились быстро. Спортивных режимов здесь достаточно, среди них есть водные. Меню очень обширное, и есть такие функции, как управление камерой, голосовые заметки, история менструации, список дел и статус тренировок. Интерфейс доступен на русском языке, сон считают правильно и точно. Моменты с простым пролеживанием на кровати не учитывают, что хорошо. В отличие версии Pro от обычной, третьей версии в основном только в хранении музыки на самих часах. Возможности разговаривать по часам и возможности измерения температуры в версии Pro. Емкость аккумулятора 450 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 45 минут. Если говорить об автономности, то с использованием их в повседневном ритме с ежедневными тренировками по 2 часа и включенным мониторингом пульса каждую минуту хватает их на чуть меньше четверо суток. На сутки при таком же использовании и выключенном Always On дисплее улетает 30%. За 45-минутную тренировку в режиме бега со 100% с включенным GPS улетело всего 1% заряда, а за вторую тренировку длительностью в час улетело 3%. Считайте сами, насколько вам их хватит. Уровень защиты от влаги 5 атмосфер. За все время, которое я их использовал, проблем с водой у них не возникло. Но сильно рисковать не стоит, хоть и при наличии водных тренировок казалось бы, что им ничего не страшно, но данный уровень защиты подразумевает под собой плавание, но не погружение. Летим дальше. Приложение Zepp доступно как на Android, так и на iOS-системах. В основном я их тестировал в паре с Xiaomi 11T, приложение понятное и простое в использовании, полностью на русском языке. Делится на 3 вкладки: домашняя страница, здоровье и профиль. В первой вкладке
вкладке вся информация о мониторинге ваших данных часами в доступном и удобном формате. Вторая вкладка с информацией об вашей активности. И третья вкладка содержит в себе информацию профилей и подключенные устройства. Если нажать на нужное устройство, в нашем случае на часы, то открываются всевозможные настройки для часов, а в конце списка есть вкладка «Обновление системы». И как раз мне они уже прилетали. Может быть, к тому моменту, как вы увидите обзор, еще не одни прилетят обновления, я надеюсь. Минусы: нет возможности всегда совершать вызовы на данный момент, нет возможности ответить на смс, опять же, на данный момент. Постоянно отваливаются, опять же, на данный момент на данной прошивке. Экран и корпус хорошо и быстро царапаются, это не изменится. Температуру измеряют они некачественно, лично по мне. Цена будет во время распродажи в районе 16 тысяч рублей по ссылке в описании к видео. Чтобы купить за этот ценник, вам нужно будет перейти в мой телеграм-канал скидок и посмотреть там промокодик на него. Если промокоды сейчас на них, также можете посмотреть по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Чтобы выиграть данные часы, вам необходимо собраться и налайкать 3000 лайков буквально за месяц. До конца ноября я уверен, что это дело получится, потому что на умные часы, которые не так популярны, от Mapvai, которые я еще не разыграл, но там осталось 300 лайков, и я уверен, что люди долайкают. 2600 лайков мы набрали за 2 недели, а здесь-то более популярный товар. И чтобы их выиграть, нужно поставить лайк, подписаться на канал, подписаться на телеграм-канал, и в комментарии к данному ролику можете хоть через пробелы написать свое имя в телеге, чтобы я потом мог проверить, подписаны вы или нет. В принципе, все. Вы получите профит из выгодных предложений, потому что 11.11, напоминаю, OnePlus 9 Pro 37 тысяч, Realme GT Neo 2 22 тысячи, и еще много всяких интересных телефонов по очень выгодным ценам, включая даже Poco F3 за ровно 20 тысяч рублей с доставкой из России. Хотя его я все еще не дико советую. Датчик приближения там все равно не поменяют. Резюмирую по часам. Часы сами по себе хороши, но свой функционал полноценно и хорошо на данный момент не выполняют. Как допилят, вполне возможно даже будут. Напоминаю, что я фанат Amazfit, у меня даже есть топ-10 умных часов от Amazfit, потому что в принципе все, что они делают в каком-то смысле уникально. Начиная с Amazfit Pace, и напоминаю, что Mi Band они тоже делали. Сейчас уже у них есть Amazfit Band. Хотелось бы из коробки достать и использовать все функции данных часов без заморочки после подключения к смартфону и приложению, но, к сожалению, производитель не предоставил такой возможности, возможно, потому что еще рано. Возможно, дело допилит с прошивками, на сегодняшний день пока дела обстоят так. Девайсу, да, даже не учитывая, что я их разыгрываю. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, смотрите, что еще интересно есть на обзорах. Добра и удачи вам, дорогие друзья!